Сегодня будет такой немножко странный эфир про то, как ничего не получается, как я делаю подход, и ничего не получается. Если интересно, смотрите дальше. Всем чао-чао, меня зовут Эдуард Кичигин, и этот видос будет вот про эту картинку, которую вы только что видели. И эта картинка, и это видео о том, как у меня ничего не получается. Про вот эту вот историю подход, и такое преодоление всего этой в голове. Драматично и, может быть, интересно. Но раньше я, наверное, не выкладывал бы такие видео, а теперь я думаю, давай я буду показывать, как и у меня тоже. Ну, получается все плохо через проблемы, через трудности. И что я с этим делаю? А вот практикую, блин, изо всех сил, да. Сначала, как обычно, про инструменты, которые я использую. Это, конечно же, перо и тушь. Ну, они очень помогают. Как бы ни была драматична ситуация с тем, как ты умеешь рисовать, инструмент дико важен, невероятно важен. Есть инструменты, которые помогают вам двигаться в эту историю. Есть, которые просто фиксируют ваш уровень рисования. Есть те, которые, ну, так говорят тебе, ну, прости, мы ничем не можем тебе помочь. Может быть, мы сделаем даже хуже. Так вот, перо — это из тех, которые, если ты с ним договорился, если ты его приручил, это то, что помогает тебе, помогает делать эффектный рисунок. Безусловно, тут важны также не только перо, но и бумага, на которой вы рисуете, и тушь, которой вы рисуете. Что у меня с этими материалами сейчас? С этими материалами скетчбук. Это, по-моему... это National Gallery. Такой большой скетчбук, ну небольшой, формата 4, но с очень плотной бумагой, наверное, грамм 200, если я ничего не путаю, и довольно стильно выглядящий, как книга. То есть я приношу свой скетчбук, открываю ее, как будто бы открываю книгу с разнообразными иллюстрациями, но больше техничными, потому что моя тема — это ландшафтная архитектура, урбанистика, планирование, концептуальное проектирование и все вот эти вот интересные штуки. И поэтому мой скетчбук, он практически набит такими вот дизайнерскими, техническими, архитектурными, ландшафтными решениями и огромным количеством подписей под них. Ну, вот такая специфичная книжка, но довольно эффектная. Обратно к моему рисунку. Что я делаю? Я рисую такую небольшую арочную систему. Что тут интересно? То, что создавая вот эту для себя новую стилистику, пытаясь с ней разобраться, я рисую рандомные решения, которые у меня приходят в голову. То есть это не существующая ситуация, это то, что я заставляю себя работать, рисовать, но плюсом еще делаю какую-то композицию. Это забавно, это интересно, это тоже прокачивает. То есть я все время тренирую себя и в технике рисования, и в формообразовании. Там получается такое плюс-минус проектирование, в котором ты ничему, никому, ни в чем не обязан. Ты просто от балды, от фантазии рисуешь различные формы, соединяешь их с друг другом и нарабатываешь тот опыт, который трудно наработать, например, в процессе рисования с натуры, потому что ты зафиксирован ситуацией на натуре. Трудно сделать в проектной истории, потому что ты зафиксирован теми нормами и правилами и уровнем адекватности, наконец, который существует в проектной истории. А если ты рисуешь фантазийную штуку, то тебя, в принципе, ничего не сдерживает, ничего не ограничивает. И это очень круто прокачивает. Тут же рождаются такие идеи, которые, не пришли бы тебе в голову на пустом месте. Это очень полезно с моей точки зрения. Ты работаешь с объемно-пространственной композицией и не зажат в рамки ничего. Вы видите, как на рисунке появляются различные объемы зданий. Они, совершенно рандомные. Вот эта галерея, мостик приходит в домик, может быть, не самым умным способом приходит. Там появляются огромнейшие окна, порталы. Туда приходит еще вот эта вот история с башней. Я не знаю, когда, например, в проектной истории я снова могу позволить себе там проектировать башню. Не знаю, когда. Но вот здесь вот я могу об этом подумать, и это прикольно. В таком рисовании я разрешаю себе думать о тех вещах, которые, не пришли бы раньше.
Что это очень сильно приносит в мою, большую историю. Это приносит мне, радость, удовольствие и вдохновение от процесса. Это то, с чем я связываю практически на условных рефлексах мой процесс и рисования, и проектирования. Для тех, кому это важно, прямо услышьте. Если делать вот такую вот штуку, то процесс и реального проектирования станет более радостным. Вы будете более свободны в нем, менее зажаты шаблонами, условностями, реальностью, и меньше драмы и больше восторга. И это практически вне зависимости от того, насколько там симпатичный получается результат. От этого, конечно, тоже зависит. Но свобода приходит, мне кажется, вот в таком случае, когда делаете объемно-пространственную композицию про то, что вы делаете, какой профессиональный разрез, там была архитектура, ландшафт или, вообще просто художественные штуки. Это сильно освобождает голову, да. И сейчас снова приходят мои драматические попытки оптимизировать вот эту вот рисовальную историю. Когда газеты я приношу такие текстурные паттерны на мой рисунок. И стараюсь вот этими вот пятнами, которые сейчас очень неаккуратные, но в этом тоже есть смысл, пройтись по теневым зонам. Я беру, радостно перекрываю эти теневые зоны и рассчитываю на то, что они создадут необходимую мне текстурность затененных участков. Это любопытно, потому что текстурность я могу принести в теневые области, а области, залитые светом, я могу, например, туда приносить меньше детализации. И отталкиваясь вот от этой идеи, я продолжаю развивать свои изображения и стараюсь думать, каким образом это может все работать. Вот рядом наверху изображение храма. И оно сделано в такой более простой стилистике. Там я использовал размытие чернил. И, в принципе, это такая понятная, простая и эффективная. И эффектная, да, на самом деле техника. Вот, видно ее побольше. И почему я иду, например, в другую технику? Потому что та техника рисования, которая у меня наверху, это уже такой изученный, прирученный конь. А вот то, что я использую сейчас, это как будто бы такой дикий жеребец, которого нужно укрощать, но дико сильный, дико мощный. То есть я чувствую огромную силу в этой технике, но ее необходимо приручить. Это очень большая проблема. Я сталкиваюсь, делаю подход, как в самом начале. Как я и раньше делал. Часто пересматривая свои скетчбуки, те, которые начинались в Италии. То есть у меня многие техники, они оттуда, из Италии растут, из большой истории работы в итальянской студии. Я смотрю, насколько такие странные, смешные подходы были у меня, и это большая проблема. Но потом я вижу, как эти все подходы улучшались, и как они пришли в ту технику, которую использую сейчас. И это дает мне надежду, что и вот сейчас я немножко помучаюсь. Это будут, может быть, такие странные решения, не очень удачные решения, но все придет в норму. Все откорректируется, и я возьму эту силу в свой бэкграунд. Вот у меня такие надежды. Я думаю, что в скетчинге, как и в любой области деятельности, необходимо такое упорство. Ты как спортсмен, ты делаешь подход, и тогда ты рассчитываешь на то, вполне ты здраво рассчитываешь на то, что результат будет положительный, что все получится правильно, все получится хорошо. Просто тебе нужно сделать определенный ряд итераций. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Не знаю, насколько у меня там от природы есть какая-то одаренность. Мне кажется, ее не очень много. Практически все, что я нарастил, это результат вот такого спортивного подхода к скетчингу. Просто я делаю повторения. И для того, чтобы делать этих повторений много, мне нужно, чтобы эти повторения для меня были легки. Что сделать, чтобы эти повторения были легкие и адекватны? Это вводить их в фоновом режиме в свой постоянный бэкграунд. То есть, что у меня практически каждый день, я каждый день что-то чирикаю. Я особо не сажусь отдельно. Нет, иногда сажусь. Там не раскладываю там миллион инструментов. Вот это вот точно.
как у меня происходит? Я в любой ситуации, плюс-минус для меня удобной, могу открыть мой скетчбук. Я не таскаюсь большей частью с пачками листов или с кучей около инструментов. Я могу открыть мой скетчбук, могу взять перо и банку туши. Вот это все, что мне нужно. И я могу начать рисовать. Я могу просто взять линер и начать рисовать. Ну, могу взять ручку и начать рисовать без разницы. Без разницы что. Главное просто вот в этот день сделать какую-то практику. Если во время этой практики что-то получается хорошо, прекрасно. Если не получается, вообще нет проблемы, потому что это скетчбук. Это место для непарадных зарисовок. И он в итоге все равно будет симпатичный, потому что в нем, как в книжке, много итераций, много рисунков, много подходов. И вот это вот богатство разнообразных удачных и неудачных вещей создают общее позитивное впечатление. И это прикольно. Вы можете это посмотреть по обзорам моего скетчбука. Ну, их на моем YouTube-канале огромное количество. И также абсолютно необходимо, я считаю, чтобы этот процесс приносил вам удовольствие. Если у вас это связано с таким ощущением радости, творчества, вдохновения, упорства, может быть, немножко боли, это делает такую полную жизнь, полное ощущение. Интересные. Есть в этом настоящее. Если есть в этом настоящее, то к этому хочется возвращаться. И это большей частью дарит радость, удовольствие от момента. Смысл в том, чтобы перевести этот процесс от превозмогания такого в реальный процесс получения удовольствия. Как вы, например, едите или пьете чай или еще что-нибудь, все что угодно. То, что приносит удовольствие, таким же процессом должен стать и скетчинг, как часть ежедневной реальности. Тогда вот эта вот система будет работать хорошо. Тогда вы будете двигаться нормально, прогнозируемо, достаточно быстро и почувствуете силу в этом процессе. Сила — это важно. Вот, а на моем рисунке я сделал вот эти вот основные пятна с помощью бумаги и туши. Сейчас пытаюсь пройтись и проработать, принести туда историю с деталями. То есть сначала я сделал такой общий каркас большой, потом сделал ему тенеобразование. Раньше я делал бы это штриховкой. Штриховкой намного более прогнозируемо, намного более дозировано, намного более аккуратно, эффектно и интересно. Но когда я вношу туда вот такую непрогнозируемую штуку с помощью бумаги, как будто бы происходит разрыв шаблона. И туда приходит очень много силы, но она никоим образом не контролируема. И вот на этом этапе, прорабатывая снова все с помощью пера и туши, я пытаюсь вернуть обратно этот контроль. И уже опираюсь на те сильные теневые области, которые мне создала бумага. То есть сначала я сделал структуру, потом отпустил ее на волю, сделав такие плюс-минус рандомные пятна. Теперь эти рандомные пятна, из них пытаюсь вытащить детали для моего рисунка. Если детали не очень выходят, то я пытаюсь компенсировать это штриховкой. Вот такой процесс происходит сейчас на рисунке. В принципе, это уже движение не в такую определенную технику, а движение в создании, попытки создания моментального впечатления. То есть, как я прогнозирую дальше, вот эти вот пятна, это будет мой очень сильный инструмент, с помощью которого я смогу, например, достаточно быстро делать эту историю. Сейчас не сказать, что дело происходит быстро, не сказать. Я ищу направление движения, как я могу прийти в эту историю очень быстро, очень сильно, очень эффектно и очень круто. Вот это предмет моих поисков в данном случае. Я очень-очень-очень сильно ориентируюсь на то, как работали итальянские архитекторы. Но вот здесь я чувствую, что прям отхожу куда-то в сторону. И чувствую, что я обязан буду вернуться. Но я надеюсь вернуться с новой силой, с новым багажом и с новыми возможностями. И снова обратно в ту же школу. То есть вот этот момент, он вряд ли будет продолжаться в моей технике тем образом, который вы видите сейчас.
я, начиная его и продолжая его, подразумеваю то, что это такой творческий эксперимент для обретения силы, а не фиксации текущего уровня рисования. То есть, практикуя вот это, я понимаю, что вернусь в тот момент, который больше соответствует такому классическому подходу. Но это очень интересный опыт. Поэтому я тоже и всем рекомендую пробовать такие подходы. Потому что вы, например, можете быть в своей технике и думать, вот у меня такой уровень, ну вот я что-то делаю, не знаю, что с этим делать. Как мне расти, непонятно, что делать. Можно попробовать пойти в сторону какой-то другой техники, на которую вы не обращали внимания раньше. И попробовать утрировать всю эту историю. Например, вот сейчас у меня в рисунке это явное утрирование. Никакой деликатности, никакой такой корректности к рисунку, никакой интеллигентности. Это вхождение в дикую структуру, в дикое выражение. Просто дикое выражение, графическое и визуальное. Зачем я там? Чтобы приобрести силу. Я схожу туда и вернусь обратно к своей, более-менее интеллигентной стилистике. И остальным тоже рекомендую так поутрировать и там силу. Эту силу взять, вернуться в свою технику, и техника, скорее всего, преобразится, станет круче. Также это полезно в той теме, которая для меня основная. Это концептуальное проектирование. Когда ты один-два фрагмента, элемента там проекта показываешь, прорисовываешь и делаешь на них чудовищно сильный акцент, чтобы из хаоса на бумаге, на листе, или там на чем угодно вы рисуете, чтобы вот эта вот идея, ваша идея, она выпивалась из всего, что там было. Чтобы человек, подходя к столу в хаосе документов, бумажек, видел именно эту идею. Вот для меня это момент такой полезный, важный. И поэтому я иду в утрирование. И когда утрирование для меня становится нормой, я перестаю деликатничать и использую, это опять как новую силу. Вот сейчас я полетаю камерой над всей этой историей. Вы посмотрите, как в деталях. В деталях очень много вкусностей. В целое изображение складывается пока очень грубо. Чего-то не хватает. В общем, это то, чем я заполняю свой скетчбук. И так он растет и пухнет. Так становится более насыщенным, интересным. И там, стилистика прошлого года, стилистика этого года, там разные фрагменты. И по нему можно видеть, как у меня растет левел. И это удобно. Почему я топлю за скетчбук? Потому что вы все время можете его открыть и посмотреть. О, я тогда понимал только вот это. А теперь я понимаю там намного более крутые вещи. И так как у меня это связано и с рисованием, и с проектированием, я, открывая скетчбук, большей частью радуюсь. Потому что, бамс, я соображаю такие штуки. Вот, еще очень важно. Потому что интенсивно работая над проектом, над одной его какой-то частью или вообще над другим проектом, я потом через полгода перелистываю свой скетчбук и возвращаюсь в облако мыслей, которые соответствуют этому проекту. И в этом облаке мыслей дофигище идей для других проектов, которые, например, сейчас у меня висят в голове. Это трудно объяснить. Наверное, я не очень хорошо это объяснил, но это так. Да, и это, в общем, и с рисованием, и с проектированием. Поэтому, используйте скетчбук. Это очень крутая тема. Прям всем рекомендую. Для того, чтобы проще научиться, для того, чтобы научиться вот этой моей стилистике, смотрите внизу в закрепленном комментарии много ссылок на плейлисты. Выбирайте те плейлисты, которые соответствуют вашей профессиональной деятельности и направленности, и смотрите подряд, изучайте. Для начала можно просто смотреть. Это все равно откладывается в голове. Сам стиль. Если голова от рисования чистая, то стиль, он показывает дорожку. И в итоге, вы, делая попытки, вам некуда идти, кроме вот показанной дорожки. Голова так соображает, интересно. В общем, берите и практикуйте. И мои рисунки, получше, чем вот этот, который только что был, можно приобрести на галерее Saatchi. Ссылка там тоже в комментарии в закрепленном. В общем, меня зовут Эдуард Кичигин, и моя тема архитектура, проектирование, ландшафтная архитектура, урбанистика и все такие
интересные, веселые штуки. Всем хорошего вечера. Всем пока. Чао-чао. О, и тут я еще поставил плейлисты. Вот по ним тоже можно кликать и переходить и смотреть разные интересные штуки. Удачи!